Создание автоматизированных машин и роботов волновало человечество еще с древних времен. Но впервые экранизировать это удалось лишь в начале XIX века после создания кинематографа. В кино одним из первых и наиболее известных роботов стала машина Мария из фильма «Метрополис» в далеком 1927 году. Однако, в этом фильме слово «робот» практически не используется. Персонаж называется «Машина-человек». В первые десятилетия кинематографа технология синхронной записи и воспроизведения звука еще не была достаточно надежной и дешевой, поэтому фильмы были немые. Что там говорить о самом создании робота на экране? Очевидно, это был человек, одетый в костюм робота. Это заметно по характерному плавному движению тела и конечностей. Но уже тогда роботы понимали человеческую речь и могли выполнять команды на экране кино. Это произвело неизгладимое впечатление на зрителя. И поэтому робот-машина Мария стал первым культовым роботом в истории кино, самым узнаваемым образом научной фантастики тех времен. Спустя 8 лет киностудией Mesquite Pictures был выпущен фильм «Фантомная империя». Это научно-фантастический вестерн, сочетающий ковбойский экшен и элементы футуристического подземного царства. Так как главным образом это был вестерн, то художники-постановщики и костюмеры не стали сильно заморачиваться с роботами и просто одели на людей картонные доспехи. В этом фильме был виден явный прогресс в робототехнике. На груди у машин уже был предусмотрен пульт управления с 3 кнопками. Включение, выключение и 3-я кнопка, наверное, бой. Идея создания роботов в этом фильме уже изменилась. Люди начали использовать их как бесплатную рабочую силу и в качестве охраны каких-то объектов. В это же время на экраны выходит советский фантастический художественный фильм «Гибель сенсации». В этой ленте ученый Джим Рипли создает роботов для снижения себестоимости производства. Он верит в то, что товары подешевеют, и это приведет к падению капиталистического строя. Здесь создатели потрудились и представили зрителю настоящих роботов. Вот только сделаны они были из фанеры, в виде макетов, и управлялись рычагами и веревками из-за кадра, хотя, на то время это был действительно прорыв в роботостроении. В этом фильме машины подчиняются звуковым приказам и командам в виде радиоволн, а сам изобретатель успешно командует гигантами при помощи саксофона. В день, когда запланирована массовая забастовка, хозяева заводов решают вывести роботов на заводы. Для усмирения рабочих капиталисты делают из роботов бесстрастных карателей. Изобретатель пытается препятствовать этому, но погибает. Однако рабочие находят способ перехватить управление роботами и подчиняют их своей воле. Фильм заканчивается победой грандиозного народного восстания. В 1935 году Советский Союз официально вступил в соревнования в создании самого убедительного робота на экране кино. В 1939 году, из-за Первой мировой войны, советская киноиндустрия, не успев вступить, временно покидает кинематографическую гонку, а в то же время компания Universal Pictures выпускает научно-фантастический хоррор-сериал «Призрачные слизняки», состоящий из 12 серий. Сразу же стоит отметить, что фильм был снят уже на цветной пленке и в чуть лучшем качестве. В этом фильме ученый-изгой изобрел 8-футового робота-раба и миниатюрных роботов-пауков, которые способны парализовать или уничтожить свою жертву. Сам робот — это по-прежнему человек, переодетый в специальный костюм, хотя немного технологичней. Да и пульт управления уже содержит большое количество кнопок. Чего не скажешь о пауках, которые больше похожи на плюшевые игрушки и управляются при помощи нитей.
Злодей использует такого паука как дистанционное оружие. Паук атакует цель, которая имеет специальную электрическую метку, больше похожую на монету. Также стоит отметить саму идею пауков, как прототип современных роботов-дронов или роботов-убийц. Спустя год выходит новый американский киносериал «Робот Доктора Сатаны». Вот тут уже становится интересней. Безумный ученый, стремящийся к мировому господству, по имени Доктор Сатана изобретает робота, который кардинально отличается от своих предшественников. Хотя по-прежнему робот – это переодетый человек, но приводится в действие он уже посредством телевизионного экрана и пульта управления. У робота также в арсенале вооружения имеется газовый резак и кусачки по металлу. И злодей использует его для ограбления банковских сейфов. Также робот имеет хорошее бронирование и выдерживает выстрелы в упор из револьвера. А резак может использовать как оружие для поражения. А еще, робот неплохо дерется, а его корпус устойчив очевидно к каким-то кислотам. Способ управления и наблюдения роботом от первого лица делает его аналогом современных FPV-дронов. Почти на десятилетие тема роботизации в кинематографе отошла на другой план. В этот период киноискусство совершило переход от готических хорроров к зарождению научной фантастики, связанной с освоением космоса и развитием технологий. И только в 1951 году выходит фильм «День, когда Земля остановилась». По сюжету фильма, после того, как летающая тарелка приземляется, армия США окружает ее солдатами и танками. Из тарелки появляется пришелец в скафандре, заявляя, что он пришел с миром, но военные в панике стреляют в него, и в этот момент из космического корабля выходит робот. Внешне он напоминает космонавта в серебристом комбинезоне или мотоциклиста в шлеме, покрашенного в серебристый цвет. Выглядит он забавно, совсем не угрожающе, но вдруг забрало шлема поднимается и из него вырывается световой луч, скорее всего лазер. Этим лучом робот начинает растворять не только оружие солдат, но и даже танки и пушки. Также робот может растворять не только оружие, но и стены. Да, спецэффекты этого фильма однозначно можно назвать прорывными для того времени. А в этом моменте очень хорошо видно, что костюм сделан из резинового материала, и робот не выглядит как неуклюжее ведро с болтами. Также стоит отметить, что робот в фильме ведет себя не как классическая радиоуправляемая машина, а как автономный робот, действующий по строго заданной, неизменяемой программе. Мы видим эту автоматическую программу в действии несколько раз. Когда солдат стреляет в напарника, робот мгновенно открывает забрало и уничтожает оружие, а потом лечит своего подзащитного. А в финале фильма у робота включается самый страшный протокол программа полной зачистки и уничтожения Земли. Он начинает плавить стены тюрьмы и идет убивать, повинуясь заложенному в него алгоритму. Кстати, в 2008 году был снят и выпущен на экраны ремейк этого фильма.